Всем привет! У кого Шкода Фабия, да, 9-го года у меня, вот, версия 5G, вот, либо Mark II, в общем, проблема с гудением печки, вот, она свистит, как сверчок, там, посвистывает, скрипит очень быстро, это болячка Фабии. Вот, так смотрите, моя малышка, да, она без верхнего бардачка. И как у нас ролики в ютубе, снимаем бардачок, здесь очень все просто, долазим до корпуса вентилятора, сверлим там дырки и мажем вал, да. Но в этой машине все очень удобно делать через бардачок. Смотрите как, открываем бардачок, вот, в этом вот месте под лампой, вот это я уже так заклеил, грубо говоря, вот, дырку. Я здесь рассверлил, вот. Там сразу за этим корпусом корпус фильтра. И в корпусе фильтра то же самое, просверлил дырку. Вот, так вот, затем приколхозил там такую заглушку, которую на вал сам вырезал из полиэстета, да, материал такой. Вырезал туда заглушку, вставил на этот вал. Вот, из этой заглушки туда налил очень много смазки, вот, и одел эту заглушку свою приколхоженную на этот вал. Она будет, соответственно, постоянно смазывать и защищать от пыли. Вот, но в чем мой косяк? В том, что я просверлил дырку не там. Смотрите, вот, запомните, вот фонарик, да, я просверлил вот здесь. Вот, я ошибся, нужно было примерно вот так вот это делать, вот здесь. Если вот такого размера, то здесь. Если конкретно, то вал находится ровно вот в этом месте. Смотрите, как я мерил. Одной рукой, блин, неудобно, но что делать? Смотрите, вот, берем ровненько от края лампы, да, и измеряем. Вот здесь 3,5 сантиметра. Вот это вот место 3,5 сантиметра. Помечаем. Вот здесь будет ровненько вал. Ровно вал будет. Вот. Это от лампы. Ну и, соответственно... ну, в принципе, что здесь мерить? От лампы и все, сориентировались. И вот здесь. Вот в этом месте... Вот, ровненько от лампы спускаемся на 3,5 сантиметра. Так? Можно просверлить отверстие, я не знаю, сверлом на 15. Можно меньше, как. И вы тютелька в тютельку попадете в вал. Вот, но, конечно, плюс-минус я могу ошибаться, но практически вы попадете в вал. И можно сделать такую классную заглушку, найти резиновую заглушку, да, набить эту заглушку маслом, одеть туда и приклеить ее к корпусу. Ну, такую специальную заглушку, надо со шляпкой, она должна быть со шляпкой. Вот, одеть туда и все. Это я не понимаю, почему конструктора не сделали. Это можно было тупо сделать в корпусе этого вентилятора, вставить заглушку вот извне вот так вот, и все, ну, заводскую, с маслом, который будет от пыли защищать. Все без проблем, этого гудения не будет. Я это сделал штуку примерно уже 3 недели назад. Уже морозы были, вот, пока что все отлично, не свистит, не гудит. Вот, классно. Ну, с эстетической стороны здесь то же самое. Если вы сделаете на 15 отверстий, меньше, больше, без разницы, то же самое. В любом магазине заглушку резиновую ребята купили, аккуратненько заглушили, вот здесь вот как такого плана, да, только резиновая будет стоять. Резиновую заглушили, все, красота, черно, ничего не видно. Это я тут на скорую руку, потому что придется потом отклеивать, еще может подмазать через какое-то время, вот, и исправлять таким образом эту ошибку. Вот, конструкторскую. Поэтому у кого вот такая Фабия с таким бардачком сверху, все, не бойтесь, вот, открыли бардачок, красота. Засверлили вот в этом месте дырку на 15 аккуратненько. И сразу в корпус, не бойтесь, там сразу корпус. За вот этой пластмассиной сразу корпус фильтра. Ой, корпус вентилятора. Пробурили, и там сразу вы в этот... упираете в этот вал. Вал аккуратненько чистите от пыли. Вот, смазываете, все без проблем. Любую заглушку туда делаете. Я советую резиновую. Это класс просто. Я прокололся тем, что я криво. У меня получается дырка вот так. Вот, а вал вот здесь. Вот и представьте, да, как мне неудобно. Я там туда запихнул из полиэстета, сделал такую заглушку. Вот, она мне вот так вот примерно. Вот, наполовину моей дырки вот этой. Поэтому вот здесь вот. Хлоп, сделали. Все, красота будет, ребята. И все пройдет, все просто 5 секунд делается.